Всем здорово, народ! Сегодня мы будем с вами пользоваться любимым инструментом всех ленивых блогеров, а именно реакциями. Значит, выходит новый PvE-шный сезонный режим Pandaria Remix, а-ля Pandaria Classic, но более ускоренная и плюс-минус ограниченная по времени. Ссылочку на оригинальный видос, очевидно, оставляю в описании. Все сообщество и выпустить так называемую Pandaria Classic даже раньше катаклизма. Но здесь есть... На самом деле, действительно, это вообще было супер нежданчик, потому что, ну как все предполагали, типа они сейчас выпустят кату, возможно, пойдут дальше. Кто-то думал, что не пойдут, на катаклизме остановятся, кто-то думал, что пойдут, но, блядь, то, что они выпустят Пандарию, хоть даже и в таком типа а-ля сезонном режиме, да, это было пиздец как смело. Узнаете далее. В патче 10.2.7 выйдет PvE-событие Pandaria Remix, в рамках которого мы сможем заново пережить события дополнения Myths of Pandaria, но в ускоренном темпе. Нас ждет развитие новых сезонных персонажей с 10 по 70. И там можно будет летать. Вы вообще вдумайтесь. Как же я заебался бегать по локациям. Сука, как же я заебался. Ну это так, чисто крик души. Там можно будет летать сразу же. Вот вы как только туда попали, сразу же вы можете летать. 10 уровень. Что это значит? Нам придется создать абсолютно нового персонажа, как в Пиратской буре. У нас будет полный доступ ко всем типам занятий. То есть это задания, сценарии, Короче, для тех, кто не шарит, вы создаете персонажа. Он никак не может контактировать с вашими основными там на других серверах. И персонажи, которые созданы внутри вот этого события, могут контачить только с персонажами, которые также внутри этого события созданы. Во время этого ивента даже аукцион работать не будет. Ну, наверняка можно будет как-то обмениваться между персонажами через стандартный вот этот интерфейс обмена, да? И, наверное, будут какие-то сходочки, картели чисто организовывать, я не знаю, в вечно цветущем доле. Ну, посмотрим, как это будет сделано. Но то, что вот именно механика аукциона, да, когда ты зашел, выставил, там, купил, продал лоты, выкуп и ставка, вот этого не будет. Земелье и рейды Пандарии. Будет введена переработанная система добычи, включающая настраиваемые предметы и распыление ненужных вещей для улучшения своей экипировки. Вот это вроде как довольно прикольно. Типа у тебя появляется новая валюта, ты за которую можешь и шмот свой апать, и кастомные всякие вещи покупать, вот типа сетов. Во время игры можно будет разблокировать для своей учетной записи новые и старые комплекты трансмогов. Будет добавлено много достижений, маунтов и прочих ништяков, которые можно будет получить в ходе ивента. И насколько я понял, PvP в этом режиме вообще не будет. То есть максимум какие-то дуэли, а по типу вот арены, БГшки, такого всего быть не должно. Соответственно, какая основная вообще мотивация в это все играть? Если вам нравится Pandaria, если вы не играли в Pandaria, если вы хотите вспомнить Pandaria, ну и, соответственно, разблокировать очень много кастомных вещей. Трансмоги, питомцы, маунты. Там можно будет купить дракошу, который с ша падает. Это вообще... Никто не это ждал вообще такого, но Blizzard Никто такого не ждал. Перезапустить все дополнение Тумана Пандарии в ускоренном режиме. Точно такая же система, как с Пиратской бурей. Вы заходите в меню выбора персонажа и выбираете новый появившийся режим Pandaria Remix. И начинаете свой путь с 10 уровня, уже в самой Пандарии на вневременном острове. Правда, вы будете находиться не на отдельном реалме, а на обычном, где находятся все ваши основные персонажи. И вам будут доступны все маунты, игрушки, питомцы с основного ака. И, естественно, этот ивент нельзя назвать Pandaria Classic, так как здесь взяты абсолютно все новшества с Dragonflight. Короче, да, смотрите, у вас все персонажи, как я и говорил, они не могут контактировать с обыкновенными, только с персонажами, которые для этого ивента и были созданы. Плюс ко всему, вы сразу начинаете уже прокачку с 10 левела на острове, то есть вам никуда бежать, там еще какие-то стартовые цепочки делать не нужно. И весь классовый геймплей будет уже подстроен под систему Dragonflight, соответственно. То есть вы будете играть не за монаха, который там, я не знаю, в Пандарии только появился, а за драгонфлайтовского монаха. Не за сурф-ханта старого, обоссанного, а за нового, сасного, актуально драгонфлайтного сурф-ханта. Но это, по-моему, вообще умом. С одной стороны, теряется идентичность старому, потому что ты играешь как бы в Пандарии, она вроде как актуальная, но при этом ты бегаешь за классой, которая уже проапгрейджен. Кому-то это может не понравиться, логично. Но лично для меня, мне кажется, что это все-таки больше плюс, чем минус. Опять же, потому что я не хочу играть за старые классы. В целом, меня устраивает, как они их переделали в Dragonflight, и я бы именно с этой системой и покатал. Смотрим дальше. Включая механики классов, таланты и прочее. Для чего все это проводится, спросите вы? В ходе ивента абсолютно со всех типов контента вы будете добывать бронзу, которую можно тратить на усиление вашего персонажа, либо же на комплекты трансмогрификации со всех рейдов Пандарии. А также во вневременных тавернах по всей Пандарии продаются маунты новых расцветок. Вы только посмотрите, сколько их. Опять же, когда тебе падает бесполезная зеленка условная, да, ты ее можешь перекрафтить в эту бронзу, это хорошо. It's okay.
It's реально окей. Самые заурядные маунты стоят дешево, а те, которых достать потруднее, уже обойдутся в круглую сумму. То есть, если ты вообще не лакер, если ты убил, вот, я не знаю, этого ша злости миллиона раз, и тебя ониксовый, вот этот ониксовый облачный змей не выпал, ты можешь его купить за 39 тысяч медяков. Здесь даже можно купить змея, выпадающего с ша, либо же любых других маунтов с рейдов, включая Скорпиона с Гороша. Еще один вендор продает все игрушки, которые дропаются с рарников It's Пандарии. okay. Да, все они собраны в одном месте, и больше не нужно их добывать. У меня вот уже некоторые есть, но какие-то можно докупить. Скажем нет бесконечному гринду. Ну, как минимум, это хорошо, это нормально. Я, опять же, не помню, как выбиваются игрушки в Пандарии, там либо дейлики надо делать, либо какие-то цепочки квестов, либо ачивки зарабатывать, да? С одной стороны, они один гринд заменяют на другой, потому что, ну, ты же медь просто так не получишь, она у тебя там под ногами валяться не будет, все равно нужно как-то будет ее получать. Опять же, бегать там, ивенты выполнять, квесты делать и так далее. Но опять же, когда ты можешь почти все, что угодно купить за один единственный тип валюты, который ты можешь получить различными способами, я так понимаю, за квесты, за распыление, за подземки, за рейды и так далее, за любые активности, ты получаешь валюту, и за эту валюту получаешь почти все, что угодно. Это звучит хорошо. Это более приемлемая какая-то система. А тебе не нужно конкретно делать 5 дейликов у панды по, блядь, чтобы он потом тебе выдал свою шляпу. Это как бы основная мотивация играть в этот новый ивент. Но дальше обсудим еще кое-какие плюшки. Для доступа к событию потребуется лишь наличие оплаченного игрового времени. It's okay. Опять же, они сделали дополнительные возможности играть в какие-то аналоги Вова без покупки сезонного актуального дополнения, да, то есть ты можешь играть сейчас по одной подписке пока еще в Lich King Classic, да, но опять же через месяц там выходит Cataclysm Classic, это ты все играешь по одной подписке, потом ты можешь играть в ванилу, сезоны, блять, открытия проходить, и вот еще появится такой сезонный режим, опять же, с Пандарией. Плюс ты можешь играть в Plunder Storm, Battle Royale от Близзардов. Приобретать дополнения или совершать какие-либо другие покупки не нужно. Развитие персонажей в этом режиме будет ускорено, и по достижении определенных уровней вам будет открываться доступ к новым локациям, сценариям, подземельям и рейдам. Событийные персонажи начинают игру с 10 уровня на вневременном острове, где драконы стаи бесконечности вместе с Вечнос вводят нас в курс дела. Опять нашлись злобные драконы бесконечности, которые захотели переписать реальность, и тут им чем-то не угодила Пандария. Мы вызвались помочь добрым драконам бесконечности, но для того, чтобы восстановить истинную сюжетную линию, ее нужно пройти от начала до конца. И с этого начинается весь наш повторный путь по Пандарии. Но только здесь мы не будем получать привычный нам лут или золото. Вместо этого за квесты нам дают специальные контейнеры с другим лутом. Подожди, то есть мне нужно будет обязательно пройти всю сюжетку Пандарии заново, да? Если я правильно его понял. Ну ладно, это мы разберемся, посмотрим уже в моменте, когда будем играть. В целом я не против побегать, квесты повыполнять. Потому что, почему бы и нет? Вот, сука, полеты есть, все, больше ничего не надо. Лутом. В контейнерах содержатся бинты или поты на ману. В любом случае, ты пока качаешься, тебе же падают, да, вот эта валюта, ты фармишь бронзу, и в любом случае даже прокачка, по сути, уже является основным геймплеем, который ты должен выполнять, чтобы потом себе какие-то трансмог или питомцев купить. Так что it's okay. Улучшения, а также модификаторы для шмоток и специальные сокеты, как и сами шмотки. Вот посмотрите, мне выпал модификатор, и он увеличивает мою скорость. Я вставил его в наручи. Это прикольно. Это же классно. То есть этого раньше не было, сейчас они это добавили. Как будто бы почти ничего не поменялось. Вот по факту ничего не поменялось. Но при этом ты можешь какие-то сокеты вставлять, что-то менять. Ну, чисто, знаете, чтобы хоть немножечко так перчинки добавить. Нормально. Почему бы и нет? Другой модификатор вставил в перчатки, и он случайным образом призывал метеориты с неба. Вот. Мне нравится. Тоже обладают особыми эффектами, их тоже нужно собирать. Также после убийства мобов мой персонаж иногда получал рандомные усиления извне, по типу увеличения критического удара на 30% или быстрый реген хп. В дополнение к этому со старта мы получаем плащ-артефакт, который можно... Ну, короче, добавляют, знаете, чтобы не было прям совсем душно, немножечко разбавляют вам, так разбавляют. Здесь чуть-чуть, тут чуть-чуть, и все уже вроде как суммарно получается даже неплохо. Постепенно развивать в процессе игры. Вначале его характеристики очень скудные, но опять же с убийством мобов он постепенно улучшается, приобретает дополнительные характеристики и прибавки к получаемому опыту. А на хай-левеле его можно будет зачарить эффектами легендарных плащей Пандарии. Я, кстати, в свое время
полностью на все 100% пропустил вот эту суету с плащом, то есть Ордоса не убивал и так далее. В Пандарии, в общем, на хай-левел контенте я чисто бегал, по-моему, аренки там раз в неделю заходил и все, поэтому в этом будем мы разбираться. Я вот не помню такой суеты для себя. Я помню, что она была, но я не помню, чтобы я в ней как-то Помимо получения разбирался. кучи трансмога и маунтов из рейдов, за выполнение мета-достижений нам откроются новые интересные предметы для трансмогрификации. Смотрим. Вот такой забавный рюкзак с Это курочкой. Бочонок Ченя Во. буйного портера. Чисто Бамбуковая пивко, блядь, въебать. Ну вы посмотрите. Посмотрите. Сука, посмотри на этот бочонок. Ну я точно должен его себе выбить. Прям по-любому. Чтобы быть главным певчанским. Бамбуковая шляпа. Шляпа тоже имба на самом-то деле. Прикиньте, на монаха какого-нибудь там, я не знаю. Ну или еще в целом под сеты. Под сеты, под трансмог, шляпу выбить это тоже must have. Бочонок, шляпа на спину. Шляпа на спину. Шляпу на спину, шляпу на голову. Это все нужно. Это все нам надо, блядь. Портера. Поводья астрального императорского змея и мускусный детеныш. Мускусный. А за получение 20 уровня дадут вот такого Симпатичная императорского птичка. феникса. Мне тоже нравится. Но без ложки дегтя тоже не обошлось. Так. Разработчики дали несколько комментариев касательно нового режима. Близы сказали, что вечно цветущий дол будет выглядеть так же, как во времени Хроме. То есть он будет не оригинального вида, а как уже после разрушений, созданных Горошем. Оригинальная цепочка заданий допустим. на легендарный плащ не будет доступна. Чтобы получить доступ к Ордосу в этом событии, а также на остальных персонажах вашей учетной записи, потребуется достичь 70 уровня. Вот тут я хуй знает, это хорошо или плохо, опять же говорю, я сюжетку с плащом не проходил, поэтому тут как бы руки вверх, я не знаю, это хорошо или плохо. И получить облики легендарного плаща. Предметы, которые были доступны только во время оригинального дополнения Myths Pandaria, не будут доступны в этом событии. К ним относятся Каркронский боевой волк, комплекты брони из режима испытаний и наследуемые предметы. С другой стороны, редкие предметы, Нормально. доступные сегодня в Dragonflight, такие как... Я думаю, тут и так достаточно вообще возможностей потратить медь. Вам на все, сука, не хватит. Ну, посмотрите, 50 тысяч, 38 тысяч. Это еще просто мы на маунтов смотрим. А если еще говорить про сеты? Короче, тут можно засесть прям реально на бесконечность. Просто делать, фармить эту медятину. О, ну да. Сын Галеона или Сын Галеона. астральный змей можно купить за бронзу. Еще интересно и то, что даже драктиры смогут пройти Пандарию как бы с нуля. В этом событии участвуют все расы и классы, доступные в Dragonflight. Но что меня всех больше поразило, вы со старта можете летать и ездить на маунте со скоростью 280%. А дальше вам предложат пройти ознакомительную цепочку заданий полетов на драконах. Во, вот это вообще имба. То есть мы можем по Пандарии спокойно летать на полете дракона. Ну, короче, супер. Хорошо, что они не сделали только наземное передвижение. Это было бы душно. Ну и смысл. Реально смысл. Все в Пандарии уже были. А если не были, почему бы с высоты птичьего полета на нее не посмотреть? Да, прямо тут в Пандарии. И вы можете даже просто летать по локациям и собирать бронзу, которая висит в воздухе. Нормас. Путешественники во времени не могут пользоваться услугами аукциона. Игроки, выбравшие этот режим для игры, не могут телепортироваться за пределы Пандарии. Персонажи, участвующие в Myths Pandaria Remix, могут вступать в группы только с путешественниками во времени. Ну, короче, все взаимодействие проходит чисто внутри вот этой вот сходки авантюристов, скажем так. Аукциона нет, группы только с такими же, как вы. И за Пандарию, вам, сука, из Пандарии не выбраться, вы заложники. Но на самом деле прикольно. По крайней мере, когда этот ивент закончится, персонаж станет обычным. Это хорошо. Прикиньте, вы бы играли, потом просто бы пропал. Ну, такое уже, не совсем приятно. А из-за того, что он потом остается, вы, кстати, по сути, можете много альтов прокачать и потом их использовать. Созданный персонаж в данном режиме станет обычным, когда ивент закончится. Да, вот. Так что можно еще и быстро накачать себе альтов. С языка В общем, снял это прям. событие Прям с способ языка скоротать время до выхода нового дополнения. Ну, вот такая вот суета, народ. Подписываемся на автора оригинального контента, еще раз, ссылочка в описании, первое. Мы работаем по понятиям. Мне лично нравится, мне реально нравится. В Dragonflight играть уже не хочется, где-то я месяца 3 не заходил. Через полгода выходит следующий аддон. Dragonflight как бы для меня уже все. На пиратках я играть просто, ну все, я уже не могу. Мне нужно что-то официальное, что-то качественное, что-то хорошее. И как по мне, это прям идеальный вариант, в который я точно погружусь. Я 100% буду принимать в этом участие. Надеюсь, он слишком быстро не закончится. В идеале, чтобы он продлился реально до выхода нового аддона. Вот если это продлится до выхода нового аддона, я буду прям максимально рад. Поэтому, народ, все, всем удачи, всем чао. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм, все ссылки в описании. Не болейте и получайте удовольствие от жизни.